Что испытал и пережил персонал Чернобыльской атомной электростанции, работавший не только в ночь аварии, но и в последующие дни после 26 апреля, как оперативники, ремонтники, ЭТР и служащие выполняли свой профессиональный долг в запредельных уровнях радиации, трудно представить даже коллегам-атомщикам, не говоря уже о простых гражданах. Но восстановить ход событий можно. Наш фильм основан на записях оперативных журналов, на станционных приказах и распоряжениях, на материалах следствия, на послеаварийных исследованиях и воспоминаниях участников тех событий. На четвертый день после аварии, 29 апреля, о повышении уровня радиации заявляют правительства Финляндии, Норвегии и Дании. В Политбюро ЦК КПСС организуют оперативную группу. Министерству иностранных дел СССР приходится официально не отвечать на вопросы Норвегии и Дании, даже на личный запрос Рейгана. По шведскому радио звучит информация о повышенном радиационном фоне. А на промплощадке Чернобыльской АЭС лишь на четвертый день после аварии определили точный состав загрязненной территории вблизи разрушенного 4-го блока. Да, это были фрагменты активной зоны реактора, обломки тепловыделяющих элементов, твелов, куски графитовой кладки, радиоактивные элементы конструкции. 29 апреля вблизи блока величина гамма-поля достигала 2000 рентген в час. Эта величина определялась излучением самого развала реактора, внутри которого измеряемые значения мощности достигали почти 50 тысяч рентген в час. Чувство, что жизнь перевернулась. Оно, может, сейчас притухло. Наверное, когда вот первый раз увидел сам, что там с блоком творится. Наверное. В это время, да? Наверное, да, потому что со слов все-таки не так. А когда сам уже посмотришь, тогда уже становится понятно, что да, прежней жизни уже не будет. Кроме ежедневно множащихся технических задач по ликвидации аварий на 4-м блоке, помимо текущей эксплуатации работающих блоков АЭС, администрации или скорее той части людей, которые еще оставались в строю, приходится решать не менее остро стоящие социальные вопросы. Сколько и каких специалистов необходимо найти для замены переоблученных? Где и как обустроить работающий персонал? Как организовать быт и доставку оперативников? Как найти и собрать тех специалистов, которые уехали в эвакуацию? Куда эвакуировали семьи станционников? Как и где и на что они живут? Как провести оповещение необходимых специалистов о возвращении на работу? Насколько хватит оставшегося персонала? Не помню запись. Посчитать, насколько хватит людей. Вот так цинично? Так цинично. Но есть задача. Я еще раз говорю, мы все делали свое дело. Я же не могу сам ходить там, я 20 задвижек открою, да, на 25-е, либо сдохну от одного, либо от другого. Да? То есть иерархия, есть люди на каждом уровне, на каждом это самое. И у вас уже, к этому времени, человек 200, да, сколько там, 200 с чем-то уже выбыло. Чем выбыли кто? Основные фигуры. Уже выбыли. Их уже нет на станции. Да? Значит, часть уехала по эвакуации. Но многие же возвращались еще 30 числа, когда в эвакуацию везли семьи, а 30 числа последний дизель-поезд остановили, который шел со стороны Чернигова, на лодках через Припять. Да, сами. Находили на берегу лодки, плоскодонки вот эти все рыбацкие, и шли через Припять. Для того, чтобы попасть на работу? Да, в турбинном цехе на смену люди ехали по старому графику. Не зная, что там пятно лежит, будь здоров. Вот скажите, это что? На работу люди ехали. Несмотря на первые прогнозы, после получения оперативных данных от войск химзащиты стало ясно, что
что мощность дозы в Припяти не уменьшается. Говорю, ну пройдет какое-то время, все равно надо будет выезжать, потому что уровень, нет, а вдруг спадет. Но они же не специалисты, они не понимали этого. И, естественно, им объяснить никто не мог. И как бы мы вот специалисты не пытались это объяснять, они не воспринимали этого, потому что сказала правительственная комиссия на 3 дня, значит через 3 дня будет порядок. Вот 3 дня надо продержаться. Вот 3 дня мы держались. Ну, понятно, что мы уменьшили время нахождения на улице, ну, нечего там делать. Хотя прекрасно я понимал, что в самом горкоме партии было нисколько не чище, чем на улице, потому что там же ходили буквально все. И ходили из-под реактора, все эти разведчики, дозиметристы, которые докладывали, и грязи там нанесли, будь здоров сколько. Но какое-то время еще потребность в нас нужна была, то, что войскам кое-какие консультации давали. Правительственная комиссия, чей штаб базировался в припятской гостинице, принимает решение срочно эвакуировать всех, кто еще оставался работать и жить в Припяти, на чистые территории. Такая территория была найдена в 30 километрах от станции. Согласно приказу 242, на базе пионерлагеря «Сказочный» развернули штаб и базовый лагерь по ликвидации аварии. 29 апреля в Сказочный переезжают оставшиеся в строю представители администрации, руководства, рабочий и оперативный персонал Чернобыльской атомной электростанции. Утром нам сказали, что утром вы сходите домой, возьмите там что-то, я не знаю что, может переодеться просто. Вот, и на 10 часов автобус будет на пионерский лагерь. То есть всю ночную, все, кто работал в ночь, они были в Припять вывезены, и сразу же автобусами уже на пионерлагерь нас перевезли. Очень классный пионерский лагерь. Я сейчас не могу вспомнить точно, корпусов 10 или 11 было, ну, потому что... И они все, можно было их эксплуатировать и в зимний период. То есть, я так понимаю, на зимний период туда тоже приезжали. Уже не помню это точно, но это обычные хорошие корпуса. По-моему, там комнаты по 4-5 человек, где жили дети. Это до аварии. После аварии там поселились атомщики. То есть, сначала они жили в Припяти непосредственно, и из Припяти ездили на работу, но потом их решили все-таки отвезти. Припять слишком рядом с Чернобыльской атомной станцией, их отвезли в пионерский лагерь «Сказочный». Тем более, что там были спальные корпуса уже готовые, и была столовая. То есть, фактически, ну, как бы такая структура определенная была, с которой можно было пользоваться и людей возить на работу. Вот когда мы там во внешней дозиметрии работаем, значит, меня назначают, кроме того, еще и старостой лагеря. То есть мой приказ по дозиметрической обстановке в лагере абсолютно для всех старших. Но каждое утро в обязанность, я обхожу там контрольные точки наметили, я записываю в журнал, заношу каждый день, ну, как ситуация появляется. То есть как изменяется фон? Да, как изменяется окружающая обстановка. А обстановка окружающая такая. На дороге, которую моют, 10 микрорентген в секунду. Это лагерь отдыхает, чистая зона для лагеря. У нас на дорожке перед нашим, где мы заходим, здесь 3 микрорентгена в секунду, получается, примерно в этих, полисцеподемы, а внутри у нас уже чисто, абсолютно, потому что окна заклеены, как на зиму все. На территории пионерлагеря в срочном порядке организуют службы питания, снабжения, связи, охраны, дозиметрии, оперативно-диспетчерскую службу, канцелярию, бухгалтерию, отдел кадров, службу пропусков и первый отдел, службу информации об эвакуированных. В первой неделе это просто большая информационная доска, на которой вывешивается различная информация об эвакуированных семьях, соседях, коллегах, телеграммы, письма, записки. Оперативно составленный 12-часовой график определил новый состав смен Чернобыльской АЭС. Теперь в каждой смене работало не больше 45 человек. Дневная смена завершила расхолаживание всех остановленных энергоблоков, после чего приступили к следующему этапу – переводу 1, 2 и 3 энергоблоков в глубоко подкритичное состояние. А это значило, что в реакторы 1 и 2 энергоблоков персонал реакторного цеха должен был загрузить по 20 дополнительных поглотителей. В реактор 3 энергоблока загрузили 200 стержней-поглотителей. Нейтронный поток персонал реакторного цеха контролировал штатной аппаратурой. Для отвода остаточного тепловыделения все технологические каналы оставались заполненными водой. Остаточное тепловыделение снималось в режиме естественной циркуляции. Работу делали спокойно, квалифицированно и на совесть.
Все ощущали ответственность за каждый сделанный шаг. Все технические вопросы в основном решало руководство цеха на уровне начальника цеха, зама. По месту уже все это притворяли в жизнь мою. Начальник цеха, он там жил в это время, так же, как и его зам. Мы-то работали смену, ехали отдохнуть и опять на смену. Вот. Работала смена все время на первой очереди. Все время на первой очереди. Они, видимо, уже начали просто контролировать вот работу этого гнома на второй очереди. И если там было что-то неправильно, или надо что-то делать, они вызывали нас. То есть с третьего блока оказались вот эта тройка наша. Больше никого не было уже. Пока. Вот эти первые дни. Конец апреля, начало мая. Ну и нам вот 2 раза примерно надо было съездить. Ездили на БРДМ, знаете? Боевая разведывательно-десантная машина. Вот это первый раз залез. Интересно было. Но за дорогу 2 БРа брали в те дни. Во-первых, вы были люди тогда по дозовым каким-то или по другим, ну, то дозовым по нагрузкам. Это раз. Во-вторых, там, может быть, действительно кто-то и не явился на работу. Я там не помню там, ну, по-моему, это единицы были, по крайней мере, среди этого уровня персонала. Моя должность была достаточно для того, чтобы там меня назначить, по-моему, там, как начальник смены блока номер 3, да, там, исполняющим обязанности. Не страшно было такую сразу получить должность? Я, во-первых, до этого был СИУ, там, старший инженер управления турбиной, потом старший инженер управления блоком. И режим расхолаживания – это как раз режим мой. Ответственность. Не страшно? Ну, то есть, вот, 27 Да нет, я не помню. Нет, что там страшно. Там или знаешь, или не знаешь. Ну, то есть, тут по-другому стоит вопрос. Для измерения температуры воды оперативный персонал использовал дополнительные термопары. Температурный режим реактора и контуры многократной принудительной циркуляции обеспечивался включением в работу системы продувки и расхолаживания. Графитовую кладку периодически продували азотом или сухим воздухом. Контур СУС после полного расхолаживания реакторов был обезвожен. Вроде бы обычная сменная работа, штатные операции при остановке блока. Однако, напомним, большая часть работы выполнялась в очень сжатые сроки и гораздо меньшим количеством специалистов. При этом необходимо помнить, что все находились в повышенных радиационных полях. В первую очередь, как она работала, так она и работала. Останавливал блок. Тут штатные операции в основном шли, ничего такого там не было. Блоки-то останавливали не аварийно, их остановили как положено. Ну, вокруг, да. А внутри главного корпуса было терпимо. Я даже не знаю, сколько там было. Нормально, значит. И все работали? И все работали, делали свои обычные дела на первую очередь. Вот на второй очереди, да, там всякие нештатные ситуации, может быть, некоторые организационные там и неразбериха была, что делать, да? Генераторы обслуживали полностью мы. Это после аварии поставили туда машины электронно-вычислительные А701. А то мы с приборами, со своими, замеряли температурный контроль вот этого генератора. Обмотки, пазы, какая температура. А представьте себе, термометр, там проволока, как волосок вот, на термометре намотана. Он в пазу, в генераторе. А там какие мощнейшие поля. Знаете? И чтобы не было наводки, прибор должен показывать истинную температуру. Как убрать? Мы осциллограф туда подключали, там каких только токов нет. Всякие разные. А на прибор-то не действуют. И он начинает показывать не то. Но пытается он на свое место встать, но никак. Не дают ему эти токи. И вот мы тогда давай фильтры делать. Что мы там только накрутили. И так, и сяк, и эдак. Но все-таки добились. Приборы стали работать. Это показатель квалификации коллектива. То есть управление не потеряно предприятие. Оно идет, кадровое вообще идет, 100%. Было потеряно со стороны высшего руководства станции
потеря производственным процессом. Но его совершенно четко взяла на себя смена. И люди на уровне замначальников цехов, начальников цехов, мастеров и так далее. Почему? Потому что вся техническая верхушка станции вся уже отсутствовала. Вот ситуация. Кто берет? Следующий уровень. То есть принял командование батальоном на себя, да, как в войну это было. Кроме задач по выводу энергоблоков в режим временной консервации, более 30 специалистов ОТЭТБ продолжали дозразведку на 4-м блоке. Специалисты отдела ядерной безопасности проводили спектрометрическое и нейтронное измерение, фотографирование различных узлов и конструкций разрушенного 4-го блока. Слесари ЦСР определяли наличие воды в бассейне Барбатере. Ну что, там в основном все играет экспозиция. Сколько ты продержишься в это самое, даже не продержишься, а пробудешь в высоких полях. Уже с того момента уже начинаешь соображать, как можно меньше это самое взять на себя. Ну вот так по укрытиям, где за здание спрячешься, там меньше. Как только выглянул из-за угла, там сразу же это самое, идет мощный прострел. Естественно. Уже свою задачу выполнил, а мне Глебов-то еще это самое сказал, что сразу на КПП иди и будь там, жди. Я вам скажу, даже те дозиметры ДП-5, которые приносили, они были настолько грязные, что мы к ним боялись подходить. Можете себе представить, как люди с ними работали. Изготавливали контейнера, изготавливали разные приспособления. Что нам говорили, то есть заказы поступали. Здесь был штаб в бомбоубежище. В бомбоубежище находился начальник смены. Допустим, там не на блоках сидели дозиметристы, все. Там очень много было пожарных машин, когда добирались, побили стекла, побили все. Поэтому надо было закрыть, чтобы оттуда меньше грязи. Поэтому изготавливали, рубали листы, тягали туда, по месту все. То есть все, что надо, то и делали. А город уже 29 числа эвакуировали полностью, даже сменный персонал. Убрали в Сказочный. Уже к середине дня часть правительственной комиссии переезжает в город Чернобыль. Другая часть эвакуируется в пионерский лагерь «Сказочный». В Припяти остаются лишь 3 представителя горкома партии и дежурная аварийная бригада. В ГУВД дежурят сменившие местных одесские милиционеры. Город патрулируют военные. В частности, как-то вызвал меня этот генерал-полковник и говорит: вы местный? Местный. Объясните, пожалуйста, вот мне надо, нам нужно развернуть войска вот в этом месте. И я смотрю карту и не узнаю. У вас какое образование? Я говорю: высшее. Вы карты читать можете? Да, говорю, могу. Ну так вот же карта. Я говорю: так это не действительная карта. Он: как это не действительная карта? Я говорю: вот в этом месте, где вы предлагаете разместить, предлагалось разместить в районе села Нагорцы. А это село затоплено на месте водоема-охладителя. И водоема-охладителя на этой карте нету. Я говорю: вот здесь вот нарисовал ему карандашом, что вот здесь вот водоем-охладитель. Здесь вода. Она охлаждает Чернобыльскую площадку. У вас даже самой станции на этой карте нету. У вас настолько устаревшая карта, я не знаю, как вы готовитесь непонятно к чему. И как вы работаете на таких картах. Но, тем не менее, я показал, где в районе Копачей можно было развернуть. И первые палатки, первые, я бы еще не сказал бригада, наверное, там, батальон только был, не больше. Они организовали вот как раз размещение за Копачами, ближе к Чернобылю. Это была дозразведка, химвойска? Да, это были химвойска, дозразведка и дезактивация. Первое впечатление пустого города. Удивительное дело. Мы шли туда по Лазареву, по-моему, да? Туда на улицу Строителей. Почта открыта, куча телеграмм на столе. Почитали некоторые. Все спрашивали со всего там Советского Союза. Что у вас там случилось, как там дела. Ну и все, и уехали. Стоит признать, что наиболее опасная и трудоемкая работа по ликвидации последствий аварии легла на плечи военнослужащих. К концу апреля численность чернобыльской группировки ВС составила более 15 тысяч человек. Авангард, решающий наиболее сложные и объемные задачи, состоял из офицеров химических и инженерных войск, формирования ГО, представителей МВД и внутренних войск. Грязи было везде много, потому как
кашляли, даже с кровью отхаркивалась, кровь отхаркивалась. Глаза постоянно, конечно, болели. Ну, хотя мы и в лепестках ходили постоянно. А основную работу здесь, конечно, проделали солдаты. Солдаты, партизаны, которых приглашали, то есть не приглашали, а призывали военкоматы. Вот эти люди на себе вынесли всю тяжесть. Вот представьте себе, значит, я старший, так сказать, староста лагеря. Вдруг смотрю, выхожу утром, значит, солдаты, палатки ставят здесь вот. Я подхожу к ним, кто старший? Что вы такое за новое подразделение здесь такое появляется на территории? Что такое? Ну, я там какой-то капитан. Я беру прибор, показывает, видишь, вот, мох, который стоит, 10-15 микрограмм в секунду. Загрязненность. Беру так вот мох, ногой сдираю, ну, так, площадку вот такую, меряю под мхом. Видишь, сколько? Есть 1,5. А вы палатки ставите прямо на мох. Люди как будут спать? Ну, мы там потом положим матрасик на мох, так сказать, и будут спать. Я говорю, снимите весь мох с территории площадки, всего лагеря, так здесь, вот все, и на это, на чистое место поставите палатки. Причем будете снимать так, чтобы аккуратно вот это все туда, в сторону, в сторону, в сторону. Прихожу на следующее утро. Ничего не изменилось. Офицерская палатка, 1,5 метра, все вычищено, все вокруг нее, так сказать, дорожка перед ней, так сказать, здесь. Все остальное как было, так и есть. Ну, я что, буду товарищем-капитаном командовать? С начала аварии для ликвидации последствий Министерство здравоохранения Украинской ССР мобилизовало и направило на север Киевской области свыше 400 врачебных и 200 врачебно-дозиметрических бригад, 1800 врачей и 2500 средних медицинских работников, а также более 1500 студентов-старшекурсников. Медицинских институтов проводили различные обследования, приняв около 500 000 людей. Военкоматы стали призывать военнообязанных запаса химвойск. Физико-технические кафедры известных технических вузов организовали студенческие бригады дозразведки и дозконтроля. Я тогда закончил 4-й курс, мне было 22 года. В июне нас собрали, заместитель декана сообщил, что вот поступило предложение вместо практики для старшекурсников сделать специальную подготовку. Я участвовал в составе добровольческого отряда, который был сформирован из старшекурсников физико-технического факультета Горьковского политехнического института. Был здесь отряд на площадке, да, дозиметрист. А расскажите, как организовывался, образовывался отряд? Вас что, вызывали в комитет комсомола? Или как это было? Вот нет, просто то есть, наоборот, может быть, немножко будет смешно. То есть, с точки зрения образования отряда, нет, такого абсолютно не было. Было известно, что объявление, что да, набирается отряд, абсолютно добровольное дело. Вот. Смешнее другое, что когда мы вернулись, нам пришлось писать объяснительное, почему мы опоздали на защиту преддипломной практики. Вот это да, более интересно. Наш отряд в основном он работал дозиметристами, то есть первое, это дозиметристы, не помню, 2-й или 3-й группы, ну, то есть достаточно такой начальный уровень дозиметристов, по-моему, 2-й или 3-й группы. Значит, и мы работали в основном на первой очереди ЧС, но некоторое время проводили на работах в городе Припять, некоторое время в городе Чернобыль. Но в основном в первую очередь ЧС, а работ достаточно много было, это и в центральный зал привлекали, и в какие-то другие места, то есть там, где необходимо было замерить радиационную обстановку, доложить для принятия каких-то решений для организации работ. Ну и кроме того, были плановые такие в то время работы, как определенная подготовленная картограмма, по которым в тех же самых местах каждый день проводились замеры с целью контроля изменения обстановки. Это и перед ДБК-1, и в машинном зале 1, 2 и 3 блок, вплоть до стенки возле 4-го блока, ну и другие места. То есть такое. С каким прибором вы ходили? Разные. ДП-5В, то есть, как, может быть, знаете, он расшифровывается дубовый прибор 5 века ДП-5В. Вот, но он достаточно большой диапазон имеет, он и сейчас находится, как бы, по крайней мере, в резерве на станции. Значит, ну и кроме этого, более, как бы, более тонкий прибор, но с меньшим диапазоном, там до 3,6 рентгена в час и прочее. Ну, они, в принципе, известные приборы, они находятся здесь. Но в то время, кстати, были
и некоторые армейские и военно-морские приборы. Я из Припяти эвакуировался 29 числа вместе с правительственной комиссией. Нас везли на 2 автобусах, мы вначале, потом они за нами ехали и вместе нас высадили около, как сейчас это называется, перед поворотом на пионерский лагерь. Забыл. Да. Вот там мы сидели в канаве на траве все вместе правительственной комиссии. Мы, Легасов там же был, обсуждали все вот это, к чему это приведет, что будет. А вот вы там были рядом с ними, они тоже были, как они это воспринимали? Потому что очень многие говорят, что когда были донесения, что никто не верил, что такое... Но они уже все увидели, да. Они уже все представляли. Мрачно они выглядели. Нельзя не отметить, что именно штаб по ликвидации аварий организовал качественную, эффективную, централизованную систему управления на базе многочисленных объединений министерств и ведомств, направленных в 30-километровую зону. Благодаря тому, что в штабе рука об руку работают представители гражданских министерств и руководители военных ведомств, была налажена не только работа, была налажена быстрое изготовление и доставка необходимых устройств и материалов, а также по-военному беспрекословное выполнение всех оперативных задач. Эвакуировали город, мы самые последние, начальники цеха уезжал, еще собаку взял в мешок, помню, там, бедный. Это у нас человек 25, наверное, на полу с цеха ложимся. И он, бедняга, находит. Спаниель была, уши, он грязный, по Припяти бегал и находит. Покойный, по-моему, Сухомлинов. Что-то собака спрашивает. Он говорит, а как ее зовут? Как зовут? Говорит, не знаю, но фамилия ее Зиненко. И он, бедняга, садимся, мы едем на автобусах, и он все бежит. Ну, конечно, он поздно уже приезжаю с работы. Он сидит, знает место, где я был, там ждет. Ну, потом я ее отмывал, там, Родес там был все-таки, отмыл более-менее, и как-то выбрал момент и отвез за Лишаны жене туда его. То, что было ощущение, что не то, что никто не мешает, ну, наверное, даже этим словом можно сказать, что никто не мешает, вот этот период, этот четко запомнился. Чернобыльская авария преподнесла человечеству ряд новых, не только научных и технических, но и психологических проблем. Нашему сознанию очень трудно смириться с абсурдной ситуацией, при которой смертельная опасность не имеет каких-либо внешних признаков, не имеет вкуса, цвета, запаха, а лишь измеряется специальными приборами, которых в дни аварии не оказалось в достаточном количестве. Стоит сказать, что за несколько дней, минувших с момента аварии, все, кто принял непосредственное участие в ликвидации, словно перешагнул из одной эпохи до атомной в совершенно новую эпоху, эпоху, которая требовала полной перезагрузки нашего мышления. Аварийной проверке подвергались не только человеческие характеры, но и все социалистические методы работы. На работе никто не указывает. Вот это время с некоторой такой оценки, оно самое лучшее. Когда ты делаешь то, что считаешь нужным. И никто тебе не указывает. И никто тебе не указывает. И даже не знает, что ты делаешь. Но ты делаешь свое дело. Да. И я думаю, что хорошо. Это тоже навсегда запомнилось.